Привет, друзья! Приветствую на канале Санек Кладоискатель, всех подписчиков, всех любителей моделизма. Как вы уже поняли, у нас сегодня будет обзор модели HMS Fly полет от компании Amati, производство Италии. Посылка ко мне пришла буквально 2 недели, по-моему. Помимо от самой модели, здесь у меня еще идет еще плюшки к этой модели. Я, в принципе, знаю, что здесь находится. Вы, конечно, сейчас все это увидите. Ну, наверное, я быстренько сейчас открою. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И оставайтесь на канале. Итак, вот что мы видим в нашей коробке. Здесь у нас вот такая вот обалденная подставка из чистого дерева. Артикул 5695, размер 50 сантиметров на 150 по ширине и 20 по высоте. Чистое дерево, отличное, вообще прям гляньте, структура как. Ну, я ее потом открою, когда мы модель будем заканчивать, увидите, что у нас дальше в коробке. Коврик для резьбы, как его еще по-разному называют. В данном случае это у нас формат А3 формат, отлично, на мягкой вот такой подложке. Дальше к кораблю мы сейчас дойдем. То, что касается подставок, вот это то, что я просил. Это вот неотъемлемая часть, я считаю, каждой модели. Должен быть качественный, должна быть качественная подставка, качественный материал. Вот как будет выглядеть, как на чем будет стоять наша готовая модель. Супер, просто супер, мне нравится. Дальше. То, без чего я уже последние несколько лет сборки очень сильно мучаюсь. Упростить жизнь всем моделистам. Работает вот она по такому принципу, если кто не знает. Очень удобная штука. Еще здесь идет цанга дополнительная на большие диаметры. Очень, вот это респект, конечно, большущий. Вставляем сверло и высверливаем отверстие. Вот такая вот дрель от компании Amati. То основное, что мне кажется, должно быть с этой моделью неотъемлемой частью. Это вот такое вот фототравление. Фототравление медное для нанесения на корпус. Здесь отдельно не было, поэтому я заказал производителю именно вот под какой у нас там 65-й, 64-й масштаб. Вот, да, смотрите. Здесь она здесь плотно так упакована. Плотный картон, чтобы наше фототравление, чтобы оно не меняло форму. Ну и дальше это, конечно же, вишенка на торте, если можно так это назвать. Очень тяжелая коробка, тяжелая модель. Сейчас я давайте ее вытру. Коробка исполнена вот с 2 частей. Коробка жесткая. Это, кстати, немаловажно. Почему? Объясню. Потому что сборка корабля идет достаточно длительный процесс, и поэтому коробка со временем начинает изнашиваться. По крайней мере, у меня это происходит так, и в конце концов коробки приходят в негодное состояние, невозможно их затем закрывать или вообще что-либо с ними делать. 64 масштаб, длина 81 сантиметр. Здесь у нас изображена готовая модель, то же самое на своеобразном стапеле. Здесь вот более детально кормовая часть с каютами. Сайт производителя можете зайти, перейти по ссылке, будет в описании обязательно. Произведено в Италии, компания Amati. Приступим дальше. Здесь у нас уже ждет самое интересное. Немножечко здесь у нас рассыпалось все это хозяйство. Это мы сложим. Не страшно. Ну давайте, наверное, с этого и начнем. Сейчас я сделаю поближе. Ну вот коробочка с тросами достаточно небольшая. Вот хочу показать тросы
максимально реалистичные, которые намотаны. Это, скорее всего, якорные тросы. Они там будут занимать небольшое пространство, немного о них нужно. Поэтому здесь вот такой вот небольшой кусочек. Но сразу видно, что завоскованный, воском покрыты и очень качественно свиты. Дальше вот здесь идет черный трос. Конечно, он уже здесь витки не так видны, как на предыдущем. Он скручен проще, но тоже выглядит красиво и реалистично. Что касательно тросов, продолжим. Вот это у нас, наверное, 0,5 диаметр, наверное. Вот это, наверное, чуть поменьше. А вот это, наверное, уже 0,15. Ну, качество нитки вы видите, очень хорошее. Нитка блестит, нитка не ворсится, самое главное. Вот еще здесь 3 мотка. В общей сложности получается у нас вот. Теперь я понимаю, что в принципе достаточно нити, так как у нас здесь парусов не будет. Поэтому нити, думаю, что будет предостаточно. Итак, продолжим. Здесь мы видим сейчас основные детали корпуса. Вот они очень качественно вырезаны. Это у нас не фанера, это какой-то типа МДФ. Прессованная стружка. В принципе, материал плотный, материал податливый. Форма ровная. Дальше. Шпангоуты. Ребра. Вот такие вот. Количество не буду считать. Это вы все увидите в видео. Так, это, по-моему, нижняя палуба. Тоже не буду утверждать, но, скорее всего, да, она вывалилась, видите, вот из своей формы. Как это было изначально. Так, ладно, дальше идем. Дальше у нас идет обшивка верхней палубы. Уже вот это, скорее всего, верхняя палуба, как она больше. Тоненький вот такой, тоненькая фанера. Вот части палубы, палубные вот эти вот ограждения. Все это четко, все ровненько. Детали, кстати, вот это тоже где-то двоечка, наверное, 2,5. Детали не толстые. Здесь идет боковые части корпуса. Боковые части корпуса тоже достаточно тонкие. Не знаю, как я буду с ними работать. Должно быть все как положено. Тоже верхние части палубы. Это я не знаю, надстройки там будут стоять или что. Ну, части киля, вот это нос. Вот он как раз отделился. Вот он будет, скорее всего, крепиться как-то так к корпусу. Дальше хвост. Руль точнее. Ну и части киля. Это чистое дерево. То есть это не фанера, это уже дерево, это деревянная деталь. Структуру можно увидеть вот здесь. Ну, то же самое здесь. И здесь. Это части мачт уже, опоры там и тому подобное. Что касается древесины, пахнет очень обалденно. Люблю запах дерева. Посмотрите. Вот цвета. Здесь, наверное, орех, клен. Я посмотрю на сайте, если что, добавлю в описании. Дальше идут речки. Все обозначено, все помечено для того, чтобы вы, когда брали инструкцию, чтобы вы не путались, что, где и почем, какую нужно древесину, какую рейку выбирать. Это, наверное, уже пошла у нас обшивка. Вот это, наверное, основная обшивка корпуса. Hull planking. С английским я не силен, поэтому постараюсь. Ну, обшивочные, наверное, рейки называют, переводится. Посмотрим. Здесь также вот мы можем увидеть, это мелкая древесина, мелкий шпон для каких-то более тонких деталей. Так, это мы посмотрели, рассмотрели. Продолжим дальше.
такелаж, все тому подобное. Так, гвоздики. Гвоздиков немного почему-то, не знаю почему. Будем экономить. Ну, в принципе, у меня от предыдущих моделей тоже поставались гвозди. Гвоздей достаточно. Если для начинающих, я думаю, что они гвоздей будут использовать намного больше, потому что они улетают. Это лесенки наши, трапы. Все ровно, ничего нигде не цепляется. Круто. Так, блоки у нас здесь однодырочные. Тоже, кстати, качественно вырезаны. Без заусенок, ровненькие. Дырки по центру. Тоже, наверное, орех или какое-то дерево, такой темный сорт дерева. Вот это, честно говоря, не знаю для чего. Типа бусин деревянного бисера, что-то такое. Так, еще блоки, еще подставки. Наверное, для надпалубных перил. Дальше штурвал с рындой. Рында очень интересная, кстати, посмотрите. Малюсенькая такая. Колокол корабельный. И штурвал. Не знаю, штурвал, может быть, придется красить. Это по ходу мы увидим. Так, это, наверное, фальконеты, если я не ошибаюсь. По-моему, они так называются. Это вот малокалиберные такие вот пушки. Посмотрите, красиво как. Многие умельцы, профессионалы, конечно, делают это все вручную, из дерева вырезают. Видел я несколько роликов, но это очень скрупулезная работа, это большое мастерство надо иметь. То есть пока я на такое, конечно, не готов, не в состоянии. Но вот это, вот это вот спасает ситуацию, кстати, очень хорошо. Покраситься в золото, может быть, либо в белый цвет. Посмотрим по инструкции, обработаем это, застарим, короче говоря, сделаем патину, там красота будет. Качественные якоря с деревянными вот этими штуками, честно, я не помню, как они называются. Не обессудьте. Поплавки эти вот деревянные. И к ним вот идет, видите, вот обрамление, вот это вот латунное обрамление, которое крепится на вот эти вот поплавки. Вот в этих мелочах и кроется качество все. То есть вот деревянные поплавки, вот эти вот квадратные оборки. То есть это дорого стоит, скажем так даже. Артикул, их можно купить отдельно. Вот смотрите, артикул есть 40-15/40. 40 миллиметров. Есть там других, наверное, другой длины, наверное, якоря, поэтому... Ну, это все есть на сайте у них, и, в принципе, у их дилеров можно это все заказать. Вот такая вот коробка. Тоже для кого-то это будет, наверное, самым интересным. Смотрите. Вот идут пушки. Корабельные пушки. Это вот... Многие просто фанатеют от этого. Я тоже одно время, мне это все нравилось. Кольца уже доставать не буду. Здесь какие-то вот кольца, наверное, крепления к палубе. Лафет, в принципе, без облоя как такового. Достаточно вот здесь подпилить немножечко колеса. И будет супер пушка вообще. Покрасится она в цвет, по-моему, в черный будет краситься. Шикарно будет выглядеть. На мой взгляд, вообще супер. Постараемся, сделаем. Кстати, вот я пока собирал предыдущие модели, очень много попадалось блоков неровными, с неровными отверстиями. Ну, тоже здесь попадаются, но я думаю, что это не критично. Вот маленькие блочки, вот большие блочки идут. Носовая фигура, или как еще ее называют, гальюнная фигура. В данном случае у нас какой-то здесь... Я не знаю, кто это нарисован, изображен какая-то барышня, женщина. Ну, наверное, она символизирует полет. Вот ее фигура, так рука вперед, как Супермен. Боковые шторки, стекла, окна. Вот такие вот еще балюстрадки, или как они называются. Такие вот элементы декора. Далее крюки. Вот таких крючков всегда мне почему-то не хватает. Почему, не знаю. Но в данной модели у нас парусов использоваться не будет. Поэтому я думаю, что этого числа крючков, булавок, как их еще называть, мне их хватит. Они медные. Я думаю, что мы их будем чернить по ходу
дело. И они будут принимать у нас нужный нам цвет и вид. Так, и осталось вот здесь 3 пакетика. Сейчас я вам покажу. Это маленькие блочки, вот такие вот такой формы. Таких я еще не видел. Грушеобразные такие вот. Двухдырочные квадратные блоки маленькие. Тоже из ореха, наверное. Маленькие, только однодырочные, да, вот такие вот. И последняя упаковка. Это вот такая вот самая интересная, наверное, упаковка. Это вот такое большое количество травленки. Травление, ребята, это наше все. Сейчас делаем макро. Вот посмотрите, какой узор, как качественно отлито. Мати нам упрощает, очень упрощает жизнь тем, что вот эти вот кольца, крюки, вот они, крепления к палубе, вот эти для маленьких блоков, для больших блоков. Сейчас я положу, так, наверное, будет правильно и виднее. Все отверстия, все готово. Здесь вот крепление под руль. Здесь еще какие-то вот детали, я, честно говоря, сейчас не сориентируюсь даже. Крюки, которые будут крепиться там к палубе, к палубным настройкам. За это огромный респект и уважуха Амати. Дальше. И последняя пластина фототравления. Вот такая вот пластина на подложечке. Ну, в принципе, о них говорить здесь долго не стоит, наверное. Какие-то здесь фейсы еще вот прорисовываются. Драконы. Ну и какие-то еще, наверное, вот морские, не знаю, кто это, такие-то рыбки, я не знаю, кто это. Короче говоря, вот как-то так вы увидели. И сейчас мы с вами посмотрим инструкцию, увидим инструкцию, на скольких языках она. В принципе, эти модели, по-моему, адаптированы под российский рынок. Если здесь не будет, то у наших продавцов, тех, кто торгует моделями, по-моему, должны быть переводы на русский язык, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас увидим. Итак, давайте как в порядке, в том порядке, как они лежат, мы с вами рассмотрим. Здесь мы видим план корпуса корабля. Сделаем вот так по максимуму. План корпуса корабля, все, что у нас было там перенесено на МДФ. Если вдруг там, не дай бог, вы где-то что-то запилите неровно или там испортите, все это можно вот по этому чертежу, все это можно восстановить. Поэтому то, что здесь русского языка мы не видим, это не страшно. На английском языке и на итальянском, если я не ошибаюсь. Ну, вот такая вот инструкция. Долго останавливаться на ней не буду, наверное. Instruction. Ну это, наверное, да, это, наверное, первая часть у нас на итальянском. Да, вот это на английском уже идет. Очень хорошая модель, как на мой взгляд, качество на высоте. Только одно травление чего стоит. И очень мне понравилось качество древесины. Вот именно рейки, материал, цвет. Красиво, все четко. Мелочевка тоже радует. Все качественно представлено. Мелочевочка вся, инструменты супер, тросы. И вот такая деталька еще. Так, ну, вот это, конечно же, травление тоже порадовало. Будем обшивать корпус корабля. Я думаю, что он преобразится. По крайней мере, он не будет белый, он будет обшит вот бронзовая, вернее, медная обшивка, вот такой вот. Ну, посмотрим. Это я так загадываю, а там, в принципе, посмотрим. Может быть, красивее и правильнее будет сделать в белом цвете, он будет элегантнее смотреться.
Поэтому я думаю, это как бы длительный процесс, и мы вместе с вами его будем отслеживать. Буду даже спрашивать мнение, стоит ли красить белый цвет, может быть, либо уже травление выпушивать. Короче говоря, моделью я очень доволен, по крайней мере для начала. Начну сборку, буду писать свое мнение. Но я думаю, что мнение у меня будет положительно. Буду завершать, а вы, ребята, с вашей стороны хотелось бы, конечно, побольше лайков, комментариев. Ну и я буду дальше стараться радовать вас новыми роликами, новой серией обзоров, точнее сборки от компании Amati. Amati Victory Models, это серия моделей Победы. Ну все, до новых видео, до новых встреч, пока, ставьте лайки.